Всем привет! Рад снова видеть вас на канале Под микроскопом. Сегодня у нас очередной эксперимент, и он особенно важен. Мы продолжаем искать минимальную концентрацию нашатырного спирта, который все еще убивает клеща демодекс. Это не только интересно, но и потенциально может привести нас к безопасной концентрации, которую теоретически можно будет наносить на кожу. Но важно, я не врач. Я вообще не имею никакого отношения к медицине. Я обычный парень с микроскопом и богатым внутренним миром. Все, что вы увидите, это эксперимент только ради науки и любопытства. Не повторяйте этого дома и не наносите нашатырь себе на лицо. Если у вас есть кожные проблемы, обращайтесь к дерматологу. Кто смотрел прошлое видео, тот помнит, 10 и 5% нашатырка убивали демодексов мгновенно. 2% уже не так быстро, где-то 10-15 минут. Но я тогда сразу после разбавления начал эксперимент и не дал нашатырке настояться. А сегодня я подготовился. Я сделал 1% раствор, дал ему отстояться 2 дня, и теперь мы посмотрим, способен ли он убить клеща. По запаху он мягче, чем 10%, но все еще чувствуется этот аммиак. Если вы впервые на канале, добро пожаловать, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Это помогает продвижению канала, а значит больше опытов, больше клещей, больше микроскопного безумия. И, конечно, напишите в комментариях, в чем вы бы искупали демодекса. Может, кто-то предложит что-то совсем безумное, и я это обязательно проверю. Переходим к поиску клещей. Как всегда, скотч на лоб, под микроскоп, и вуаля, нашел 11 клещей. Все живые, все бодренькие. Это будет жарко. Сегодня покажу всех сразу на экране, чтобы вы знали, с кем мы имеем дело. А теперь по одному, с уважением. Групповое селфи. На старте троица. Двое лежат вместе, это бревисы. А чуть подальше одинокий фолликулорум. В паре видно самку и самца. Самка крупнее, а у самца палочка на спине. Говорят, это половой орган, но я не уверен. Если вы знаете, поправьте меня в комментариях. Вместе будем познавать мир клещей. Добавляю каплю нашатырного спирта с концентрацией 1%. На первый взгляд, жидкость совсем не внушающая страха. Особенно после того, как мы видели, как действует 10% и даже 5%. Но не спешите с выводами. Давайте посмотрим, что произойдет под микроскопом. Через 2 минуты после попадания 1% нашатыря, бревисы больше не шевелятся. Полная тишина, никакого движения. Можно с уверенностью сказать, пара погибла. Очень быстро и без сопротивления. Даже несмотря на то, что концентрация в 5-10 раз ниже, чем в предыдущих экспериментах, эффект все еще смертельный. А вот фолликулорум, красавец, который внушал надежду на стойкость, держался дольше. Он пытался двигаться, немного изгибался, даже лапками дергал. Но это была борьба с обреченным финалом. Спустя 4 минуты он тоже замер окончательно. Что мы видим? Четкий и повторяющийся результат. Клещи бревис гораздо более чувствительны и гибнут в 2 раза быстрее. Фолликулорум – более устойчивый вид, держится дольше, но исход все равно тот же. Даже 1% нашатырный спирт не оставил им шансов. Вывод очевиден. Даже при минимальной концентрации нашатырный спирт способен эффективно уничтожить клещей демодекс. Бревис слабеет первым, фолликулорум борется дольше, но финал для всех один. Следующая пара на сцене снова демодекс и бревис. На первый взгляд они не слишком сблизились, лежат рядом, но будто нерешительно, без особой уверенности. И все же в их положении есть что-то трогательное. Возможно, они просто стремились быть ближе, как 2 несмелых сердца, не решившиеся на шаг навстречу. Но наука не ждет. Капля 1% нашатырного спирта
Запускаем таймер. Через 2 минуты история заканчивается. Без финала, без прощаний. Движение замирает, клещи мертвы. Наша тырка снова работает четко, без осечек. И снова вывод. Бревисы слабы даже при минимальной концентрации аммиака. Их надежды, желания, микроскопические стремления ничего не спасет. Этот Бревис устроился прямо у нитки ворса от моего полотенца. Забрался, как будто отдыхает. Смотрится забавно. Крошечный клещ на фоне розового текстиля. Зато удобно. Можно оценить его размер в сравнении с нитками ткани. Добавлю каплю 1% на шатыря. Ровно 2 минуты, и он повторяет судьбу своих собратьев. Мягкий текстиль не помог. Нашатырь беспощаден. Маленький, неуверенный, какой-то неоформленный. Бревис или фолликулорум, сказать трудно. Возможно, юный представитель вида, еще не раскрывшийся как клещевая личность. Капля 1% на шатыря, и пошел отчет. Через 2 минуты все, без шансов. Он отправляется в мир иной. Скорее всего, это был Бревис, но на 100% утверждать не берусь. Осталась лишь молчаливая догадка, кем он был и кем мог бы стать. Обе особи Бревис. Пол определить не удалось, но это и не суть важна. Главное выяснить, выживут они или нет. Добавляю каплю 1% на шатыря, 2 минуты и никакой интриги. Оба клеща мертвы. Один из моментов, увы, не попал в кадр, зато второй заснят честно и подробно. Представьте, если мы действительно найдем концентрацию безопасную для кожи, но смертельную для клещей, может дойдем до того, что достаточно будет просто, пописать на клеща, ведь в моче тоже есть аммиак. Ладно, шутка. Или нет? На сцене фолликулорум. Настоящий танк среди демодексов. Крупный, мощный, уверенный в себе. Пока не появляется капля на шатыря. Добавляю, наблюдаем внимательно. 4 минуты, и он сдался достойно. Без судорог, без драмы. Просто разложил лапки в стороны. Как будто сказал: ладно, убедили. Крупные клещи – это уже другой уровень. С ними не шутишь, с ними экспериментируешь серьезно. Финальный бой на арене 2 титана микромира. Бревис против фолликулорума. Капля на шатыря, как конг перед поединком. Бревис дергается 2 минуты и падает первым. Фолликулорум стоит ровно 4 минуты, упрямый до последнего. Итог – стабильность, как всегда. Фолликулорум сильнее, Бревис слабее. Но оба отличные бойцы в этом химическом ринге. Почему 1% все еще работает? Аммиак токсичен для клеща даже в слабой концентрации. Он разрывает клеточные процессы и убивает за минуты. Почему 1% убил быстрее, чем 2%? Скорее всего потому, что 1% настоялся у меня 2 дня, а 2% использовал сразу. Возможно, молекулы аммиака стабилизируются во времени, или просто испарение уменьшает агрессивность у свежей смеси. Что дальше? В следующем видео мы протестируем 0,5% на шатыря. Если убьет клеща, идем дальше на 0,1% и на 0,05%. Пока не найдем ту концентрацию, при которой демодекс выживает. И еще раз повторю, не используйте нашатырь на себе, это опасно. Кожа не поле боя, а врачи не враги. Если у вас есть проблемы, идите к дерматологу. Пишите в комментариях, в чем еще можно искупать клеща. Может, вас заинтересует скипидар, валерьяна или кофе. Любые идеи я рассмотрю. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Это дает мне мотивацию, а вам новые видео каждую неделю. На этом все. Сегодня эксперимент показал,
что даже 1% на шатыря все еще мощное оружие против Демодекса. Впереди еще много опыта. Увидимся под микроскопом. Пока-пока.